It's America's Value Network. Television home shopping with the value difference. And now... Приветствую вас, мои дорогие телезрители! Давайте представим, что в 2 часа ночи вам звонит ваш любимый клиент и говорит: Алло, Да-да. ну как там с деньгами? Алло, дядь. Мы тут с пацанами такое придумали. Такое придумали. Охуеешь. Нужно срочно записать. Приезжай. В ебло мне дай! Слышишь? Приезжай, сука! Нихуя себе заявление, скажу я вам. Но есть одна загвоздочка. Этот наркоман, этот обкуренный пидорас всегда очень неплохо платит. И вот, вы уже стоите посреди обоссанного притона, который звучит, в лучшем случае, как цистерна от пива. Что будешь делать? А, педрила? Пойдешь на улицу? Хуй там плавал. Ссаные синички и проезжающие мимо байкеры скажут: отличные записи, дружок. И будут правы. А что делать? Кто знает, что делать? А может быть, ты и есть тот самый артист? Кто знает? А я вот знаю. Лучше звоните Владу. Better call Vlad. Слушайте, нет, не кидайте в меня камни, блядь. Первый видос. А еще, друзья, пожалуйста, убедительная просьба. Посмотрите видео с точно таким же названием. Я буду очень благодарен, если вы посмотрите 2 эти версии и скажете, а какая вам была информативней, понятней для усвоения информации. Я буду вам очень благодарен. Пожалуйста, молю вас, напишите или там в комментариях, или под этим видео, неважно, какая из 2 версий вам понравилась больше. И, естественно, проголосуйте своим ценным лайком. Да, не ставьте на обе лайкос, пожалуйста, выберите одну. Хотя, если вам, блядь, обе понравились, что пиздец, ну тогда кто я такой, чтобы вам запрещать, правильно? Правильно. Все. Сразу отвечу. Если вы обладаете инструментом, который не предполагает акустического использования, таким как электрогитара, синт, лупер, да что угодно, пишите в линию. Даже электро, ее точно лучше рямпнуть потом, через хороший стэк. Или хотя бы комбик. Ну или на всякий случай оставить ВСТ. Но уж точно не стоит писать на домашний комбик пердун. Полуакустика, акустика, скрипка с подключением, виолончель и так далее. Это все в первую очередь акустические инструменты. И вам обязательно нужно держать в голове, что звук с датчиков совершенно другой, какой издает инструмент в помещении. А пьеза, она вообще очень часто скрипит, пердит, сыплет верхом и еще очень много чего неприятного. В общем, в том числе советую снимать и акустический сигнал на ваших полуакустических инструментах. Вокал, акустические инструменты и так далее. Это видео для вас. Вы чё, ёбнулись? Не будет это работать. Алло. Итак, дорогие слушатели, я надеюсь, вам понятно, как звучит это помещение, да? Есть у помещения такой критерий, который называется читаемость речи. И вот именно в таких пустых помещениях с бетонными стенами, кафельными полами читаемость речи становится очень плохой. Как вы сейчас слышите, да, очень много реверберации прилетает. Очень много первичных отражений, очень много реверберации.
Соответственно, записывать голос в неподготовленном помещении – это очень плохая идея. Может быть, можно записать какие-то очень медленные струны, да, очень медленную скрипку, но все, где есть сатаки, в таких помещениях писать не стоит. И сейчас я вам это продемонстрирую. Я бы вам что-нибудь спел еще, но простите уж, петь не умею. Я бы вам что-нибудь спел, но петь не умею. Вы представляете, насколько громко были стуки палочками? И сколько было ревера? И сколько ревера сейчас, когда я разговариваю, громко разговариваю, довольно громко разговариваю, я могу почти начать кричать, и это будет все равно намного тише. Так что я думаю, что я показал вам очень хорошее, очень работающее решение. Пользуйтесь на здоровье. Итак, база состоит в том, что нам необходимо выбрать правильное помещение, правильное в нем положение и создать в этом положении правильный звук. Методология того, как это все провернуть. Пункт 1. Помещение. Площадь помещения должна составлять от 15 до 40 квадратных метров. Вообще, правильнее сказать будет необходимый объем. Необходимый объем составляет от 35 до 100 метров кубических. На данный момент мы находимся в не самом подходящем помещении по критерию объема. Наше помещение примерно 22-24 метра кубических. Я, честно говоря, не помню, и разницы нет, сильно меньше. Чем больше помещение, тем меньше проблем с низом. И больше всякого хлама понадобится, чтобы поработать с серединой и верхом. В идеале нам необходимо отступить от обеих стен и пола либо потолка 33%. То есть 120, 90 и 75 сантиметров от пола. Я на данный момент сижу как раз в этой точке. В эту точку мы и садим свою тушку. Либо в нее же мы располагаем резонатор нашего инструмента, если это возможно. Если по высоте вы не можете ничего сделать, ничего страшного, хотя бы отступите от стен. Правильное расстояние. Далее. Резонатор вашего инструмента мы направляем, да, или рот, если это вокалист, если вы вокалист, направляем по диагонали вашего помещения в другой угол, в противоположный. Далее мы определяем положение микрофона. Прямо в неподготовленном помещении вы можете подвигать микрофон и послушать, какое положение вам будет нравиться больше. После того, как вы определили расположение музыкального инструмента либо артиста, либо свое положение, если вы артист, определили положение микрофона, то в этой области нам необходимо создать зону без первичных отражений. То есть поглотить все первичные отражения. Это будет самый простой вариант. После того, как вы сделали все эти пункты, все остальное зависит от качества микрофона, кабеля и так далее.
Тут вы уже сделали все, что можно. Все, что стоит в уравнении «хороший звук дома» до знака «равно», читать до капсуля вашего микрофона, вы сделали хорошим. Так, давайте разберемся более подробно, что нам необходимо проделать. То помещение, которое мы выбрали, должно подходить нам по объему и должно содержать в себе как можно больше различных вещей. Мы уже говорили с вами про объем помещения, но помимо объема, помещение должно быть геометрически правильным, геометрически верным. Вы можете найти в интернете различные калькуляторы и посмотреть, подходит ли ваше помещение для студии. Под студией там подразумевается контрольная комната, однако для наших целей это тоже прекрасно подойдет, как вы понимаете. В любой контрольной комнате, в любой студии вы можете записать там вокал или акустику, и она будет звучать достойно. Этот калькулятор нам необходим для того, чтобы понять, какие проблемы по низу нас ожидают, какие проблемы нам нужно будет решать либо на посте, либо переносом кучи каких-то вещей. Итак, то помещение, которое мы выбрали, которое подходит нам по объему, должно содержать в себе как можно больше различных вещей, таких как диваны, матрасы, кровати, шкафы и абсолютно любые вещи. Чем больше вещей будет, тем лучше. Также более выигрышным вариантом будет тот, в котором у нас пол уложен ламинатом, линолеумом или паркетом. Если у нас пол уложен плиткой или это просто бетонная стяжка, это куда более плохой вариант для нас. Но не критичный. Первостепенны все же размеры, габариты комнаты. Соотношения сторон должны быть математически верными. Я снимаю это видео как раз в вот таком показательном помещении. Оно неправильное, оно хреновое, оно недообработанное. Для того, чтобы вы понимали, что даже имея небольшой инструментарий в виде пары матрасов, вы уже можете добиться неплохого звука даже в маленьком, хреново подготовленном помещении. Чтобы вы прям поняли, какие исходники будут. Да, вот я все сегодняшнее видео я говорю как раз непосредственно в этом помещении. У меня есть помещение получше, я бы мог снять это видео там, но это было бы не так показательно, как вы понимаете. Итак, пункт 2. Нам необходимо создать зону без первичных отражений. Reflection Free Zone, скажем так. Пункт 1 пункта 2. Под ноги мы кладем ковер, либо одеяло, либо матрасы, что угодно. Чем толще эта вещь будет, тем лучше. Это нам необходимо для того, чтобы успокоить флаттер-эффект между полом и потолком. Что такое флаттер-эффект? Что за слова он, говорит? Флаттер-эффект — это когда вот вы в пустом помещении хлопнете в ладошки, и у вас такой пиу-пиу-пиу-пиу. Понимаете? Если нет, просто доверьтесь мне. Ложим на пол что-то потолще. В точке, где установлен микрофон, напротив стен, нам необходимо расположить какие-либо поглощающие конструкции. Я понимаю, что у вас их может и не быть, поэтому используйте все, что вам подвернется под руку. Это могут быть матрасы, одеяла, подушки, все что угодно. Да, вы можете взять одеяло, привязать его на каких-нибудь 3 палки, сделать из них такую П-образную рамку, поставить ее к стене, накрыть одеялом. Вау, поздравляю, у вас получилась, типа акустическая панель. Уже неплохо. Также хорошей мыслью будет воспользоваться с каким-нибудь шкафом или каталкой с одеждой. Могли вы видеть такое в кино или у себя дома. Если у вас она такая есть, берите, тащите ее в комнату записи. Что нам необходимо сделать? Нам нужно перекрыть первичное отражение от стен. В первую очередь нужно защититься от тех стен, которые ближе к вам, ближе к микрофону. От тех стен, которые располагаются непосредственно за микрофоном. То есть, понимаете, у вас микрофон кардиоидой, и все, что у него сзади, он практически слышать не будет. То есть для начала мы работаем с теми стенами, которые ближе. После того, как вы уже как-то их обработали, что-то к ним поставили, вы можете заняться противоположной стеной, ровно напротив вас, без каких-либо смещений, если у вас что-то осталось. В данном помещении, в данном сетапе
На противоположных стенах у нас ничего нет. Также, если у вас нет ковра, нечего вам постелить на пол, то неплохим решением будет положить на пол хотя бы какой-то не толстый плед или накидать каких-то подушек вокруг и обязательно под микрофоном. Также ближайший угол к этой точке желательно заставить какими-либо большими и тяжелыми вещами. Например, это может быть кресло, диван, поставленный на бок, какой-то шкаф, куча там чемоданов или книг, все что угодно. В данном случае это чемодан, набитый вещами, и пара матрасов. Хорошей, отличной, прекрасной идеей будет расположить за микрофонами что-то большое. Поверхность этого большого должна быть мягкая. Отлично подойдет, например, холодильник, накрытый одеялом. На крайний случай вы можете взять какую-нибудь сушилку для одежды и повесить на нее довольно толстый слой каких-нибудь матрасов, одеялов, ватников, чего угодно. Или попросите своих друзей, там 3 человека, накрыться одеялами и поставить за микрофоном. Они, конечно, шумные могут быть ребята, но если они ответственные господа, то это тоже может неплохо сработать. Ха-ха. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы звук вашего инструмента оказывал меньше влияния на помещение, в котором вы записываетесь. То есть он будет становиться для комнаты тише. Соответственно, будет меньше реверберации. Как это произойдет? Звук, выходящий из вашего рта или из резонатора вашего инструмента, будет упираться в эту вещь. Частично он будет поглощаться. Низкочастотные волны об большой предмет, если это, например, какой-то холодильник, частично будут разбиваться. И, соответственно, помещение будет меньше отзываться, будет давать меньше отклика на ваш сигнал. А именно этого, я напомню, мы добиваемся, чтобы у нас был максимально сухой исходник. Пункт 5. Довольно часто имеет смысл не полностью закрывать дверь в помещении, в котором вы производите запись. То есть это у вас будет минус один кусочек, минус одна параллельная плоскость в помещении, что уже неплохо. Также через эту дверь может утекать немного низа, если эта дверь расположена, например, рядом с углом. Но дверь необходимо держать приоткрытой только при условии, что вы не пишете прямо рядом с ней. И при условии, что за этой дверью нет никаких источников шума. Пункт 3. Хорошая идея будет обратиться к инженеру сведения, предоставить ему демо вашей записи, чтобы он сразу мог сказать вам, нужно ли сделать что-то еще, чтобы вы могли спросить, что необходимо сделать. Поверьте, если ваш звукорежиссер нормальный пацан, если он шарит, то он без проблем сможет вам все это подсказать. Вы можете обратиться к ним по видеосвязи. Он посмотрит и скажет вам, вы правильно все сделали или неправильно, будет это работать или нет. Почему это не работает? Он также без проблем сможет вас проконсультировать. Однако, иногда наличие рума может быть очень выигрышным и хорошим решением. Особенно если рум у вас хороший. Такое не часто, но встречается. Опять же, это решение лучше принимать звукорежиссеру, не вам, поверьте. Вы думаете, что ваш рум красивый, по факту это ёбаный кал. Или он просто, не подходит к вашей музыке. В любом случае, из сухого исходника можно сделать мокрый, добавив свою собственную реверберацию. В смысле, синтезировав этот рум, да, воспользовавшись ревербератором непосредственно. А вот убрать из сигнала реверберацию — это уже куда более сложная задача, с которой довольно херово до сих пор справляются ишки и прочее. То есть они-то справляются, но это будет слышно. Пункт 4. Очень хорошей мыслью будет писать в 2 микрофона, в динамический и в конденсаторный микрофон. В динамическом сигнал будет куда более сухой и чистый, ввиду его меньшей чувствительности. А конденсаторным микрофоном можно дать воздуха, яркости. При этом сделать это настолько дозировано, что наличие даже большого и звонкого рума не то что в миксе, оно и в соло не будет мылить ваш голос, ваш инструмент. Опять же, при использовании 2 микрофонов вы можете и глубины дать, и того самого рума. Но
при использовании мультимикрофонной техники записи вам стоит помнить также о гребенчатой фильтрации, которые возникают из-за проблемами с фазой. То есть, когда у вас расстояние от одного микрофона до источника звука и расстояние от другого микрофона до источника звука разное. Сигнал приходит не в фазе, и часть его будет вычитаться. Это исправляется на посте без проблем, но зачем? Зачем? Просто не ошибайтесь. Вам всего лишь необходимо поставить микрофоны, выставить идеальное расстояние между одним и вторым микрофоном до источника звука. Тогда этой проблемы не будет. Если вы не знаете, как ставить, чтобы было хорошо, просто постарайтесь максимально в одну точку поставить два микрофона. Но даже не микрофона, а капсуля. Вы разберите микрофон и посмотрите, где у вас капсуль находится. Сделайте тестовую запись и посмотрите, визуально сигнал у вас должен быть в фазе. Если же у вас микрофон октава, то сигнал один будет в фазе, второй будет в противофазе. Вы без проблем переворачиваете октавный сигнал, и все хорошо. Также обязательно используйте поп-фильтр. Если поп-фильтра нет, тогда вы можете использовать шерстяной носок, зимнюю шапку или просто стандартную ветрозащиту от микрофона. Также, если у вас есть отдельная дополнительная вторая стойка под поп-фильтр, обязательно ставьте его на отдельную стойку. Это необходимо для того, чтобы когда ваш артист будет упираться носом в поп-фильтр, или вы, артист, будете упираться носом в поп-фильтр, это касание не передавалось на микрофон. Пункт 6. Паук. Было бы хорошо одеть микрофон в паука. А если нет паука? Что тогда? А если микрофон динамический? Для них не часто есть пауки. Разве что универсальные вот эти вот просто резинки. Хотя мне, честно говоря, в такие универсальные поп-фильтры очень стрёмненько пихать микрофоны. Особенно дорогие микрофоны. Во-первых, не топайте во время записи. Тогда и вибраций никаких не будет. Или попросите вашего артиста не топать. А если это все-таки необходимо, тогда сделайте какую-то виброразвязку не на микрофоне, а непосредственно на артисте. Вы можете положить на пол что-то мягкое или поставить, например, микрофонную стойку на что-то мягкое. На 3 подушки. Она будет не так устойчива, но то, что никакие ударные вибрации не пройдут через эту виброразвязку, я вам гарантирую. Резюмируем. От всего вышеперечисленного будет зависеть то, насколько чистый сигнал у вас будет в микрофоне, а значит и на финальный результат, на то, как песня будет звучать. Обязательно стоит заметить, что если вы используете динамический микрофон, то все вышеуказанные действия для вас также актуальны. Но их эффективность будет заметна куда менее, но все еще достаточно ощутима, чтобы сделать все вышеперечисленные вещи. Так что не ленитесь, пожалуйста. Что еще может помочь вам в домашней записи? Да дохера чего. Итак, всегда старайтесь держать уровень сигнала между 18 и 6 децибелами. Чтобы было это комфортнее делать, поставьте звуковую карту под рукой, а во время записи, если у вас намечается кусок погромче, приберите гейна. Но не делайте это на ходу. Либо в паузе между частями, либо словами, либо запишите просто разными дублями. А лучше записывайте это на разных дорожках. Например, если куплеты у вас тише, а припевы громче, возьмите в первом канале, настройте один гейн, во втором канале второй гейн. Записали куплет, хотите сразу записать припев после него, переткнули микрофон, записали. Захотели исправить что-то на куплете, переткнули микрофон обратно, переключили дорожку, записали. Соответственно, у вас будет всегда стабильный гейн, и звукорежиссер на сведении не будет так долго ебаться с этим и сделает вам приятную скидочку. Еще вам очень сильно могут помочь внутриканальные наушники. Ушной мониторинг. Да-да, все профи уже давно отлили себе кастомы и работают в них. А что же делать тебе, мой нищий друг? Возьми любые наушники-затычки и заткни их поглубже. Тогда ты сможешь сделать столько громкости на записи, сколько тебе необходимо. А в микрофон ничего не полетит.
Если ты работаешь в больших накладных наушниках, тогда можешь попробовать прижимать их к ушам на тихих частях, обхватывая ладонью чашку наушника. А вот любители снять один наушник, а особенно выставить его вперед, а не назад, обезглавить, обоссать и сжечь. Блять, как говорится, дубль 3, 5, 1, 9. Поехали. Помни, внутриканальные наушники быстрее всех остальных вариантов убивают твой слух. Будь крайне осторожен с резкими поворотами кнопок громкости и с долгосрочной работой на повышенных громкостях тоже. А то будешь как твой дед. Еще очень сильно может помочь поставить рядом с собой, рядом со своим рабочим местом, тумбочку или какой-то столик или какую-то табуретку, чтобы можно было положить наушники, поставить звуковуху, я не знаю, поставить водичку. Вот правда, согласись, бегать каждый раз к компу, нажимать там запись, прибегать к микрофону, одевать наушники, готовиться, настраиваться на запись. Да, а если ты не успел добежать или там что-то затупил, заново вот эту всю, чехарду, ну это пиздец, это пиздец. Поставь все рядом, тебе же будет проще. А если тебе не нужно отвлекаться, то у тебя больше концентрации на записи, лучше исходный материал. Также крайне рекомендую потренироваться перед записью. Может быть, даже сходить к преподавателю, если ты олух. Также очень полезная рекомендация будет держать рядом регулятор громкости наушников. Не всегда это есть в звуковой карте, поэтому я отдельно вам об этом еще раз напоминаю. Если у вас это на тумблере или на энкодере, на MIDI-контроллере, поставьте рядом. Это будет куда удобнее, потому что иногда он нужен даже во время записи одного дубля, одной строки, одного предложения, потому что ты как начинаешь орать, чуть-чуть прибрал, чуть-чуть добавил себе в наушники, и, все хорошо. Пункт номер 6. Перед записью не пить пивко, не есть сладкое, соленое, жирное, горячее и прочее, что для связок не полезно. Я думаю, ты должен это знать. И даже утренний чай или кофе на весь день могут подъебнуть тебе связочки. Я понимаю, что тебе похер на твою музыку, но если ты постараешься хотя бы сделать ее лучше, может быть, получится что-то, что кто-то будет слушать, а? Нужно ли говорить что-то про крепкий алкоголь и вот эти все красивые легенды, что 50 грамм и запою, шо пиздец? Нет. Если у вас стиль, набухаться и петь, это одно. А если вы хотите ради прогрева связок, от этого, может стать только хуже. Особенно, если алкоголь какой-то сладкий. Если это чистая какая-то водка или спирт, может быть, если вы не получите там какой-нибудь ожог связок. Я не знаю, честно, что от этого бывает. Но мне кажется, петь после водочки такое себе. А всякие ликеры и прочее сладкое дерьмо, оно, как и любая сладость, мне кажется, будет оседать на связках. Я могу быть очень неправ, но, будьте просто с этим осторожны, вот и все. И, конечно же, вам очень сильно могут помочь такие базовые вещи, как закрыть окна, выключить кондиционер, стиральную машину, сделать на ноутбуке тихий режим, выключить звук на телефоне, закрыть окно. Говорил? Нет. Выгнать собаку и людей каких-то посторонних из помещения. Кота, например. Все, это база. И это главное. На этом все, дамы и господа. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было очень тяжелое видео. Я снимал его раз 6 от начала до конца. Уж подпростите, что я немножечко помятый, уставший и заебанный. Просто, правда, уже нет сил. Я уже даже переснимать не хочу. Пока.